Казалось бы, нет ничего более британского, чем знаменитый король Артур, его волшебный меч и рыцари круглого стола. Артур – это британское все, суперзвезда всех времен и эпох. Между тем, серьезные ученые уверенно заявляют, что легендарный король и его рыцари родом с причерноморских степей России. Давайте разберемся, правда ли, что король Артур был предводителем отряда воинов с территории современной России, служивших на Британских островах. Кто был прототипом самого знаменитого короля? Как связан король Артур и древние жители Алтая? Почему шляпы ведьм темных веков, как две капли воды, похожи на головные уборы скифских дам? Почему имя Алан стало одним из самых популярных в Европе? И как связана центральная Россия и легендарный король Артур? Первым Артура упоминает валлийский монах Ненний в начале IX века. У него Артур еще не король, а воин-полководец, направляющий ход битв, в которых сражались короли бриттов. История короля Артура, такой, какой мы ее знаем, была окончательно оформлена в XII веке в трудах епископа Гальфрида Монмутского. Артур из полководца стал королем, появились и другие, всем знакомые легенды. Так что известно об одном из самых знаменитых королей мира? С ним связано множество упоминаний о драконах, существах, царивших, казалось бы, в китайской, а не европейской культуре. Кстати, Артура, как и его отца, называли Пендрагон, главный дракон, глава воинов или высший вождь. Артур с легкостью достает из камня меч, и это подтверждает его королевское происхождение. Он получает другой волшебный меч из рук Девы Озера и возвращает этот меч ей перед своей смертью. Он находится в окружении закованных в броню рыцарей и отправляет их на поиски легендарной волшебной чаши Грааля. Вот только все эти мотивы, как считают многие авторитетные ученые, характерны не для европейцев, а для другой цивилизации, которую греки и римляне считали варварской, пока она, цитируя Ховарда Рида, не проникла, а затем и не подчинила себе Западную Европу. Прототип короля Артура ищут уже не первое столетие. Есть версия, что прообраз легендарного короля – некий медведь, по-валлийски Артас, участник битвы с саксами в 516 году. Но есть и другая версия, поддержанная весьма солидными учеными. В 2001 вышел бестселлер «Король Артур, король дракон» о том, как кочевник-варвар с территории современной России стал самым большим героем Британии. Его автор Ховард Рид, доктор антропологии и этнографии Кембриджского университета. Исследовав множество первоисточников, он пришел к выводу, что легенды о короле Артуре имеют истоки в цивилизации скифов и саков, а затем и сарматов, утонченной, как он пишет, цивилизации, которая занимала огромные территории от Сибири до Причерноморья. Ховард Рид подчеркивает невероятно высокий уровень совпадений между реальной культурой степных кочевников и сказаниями о короле Артуре. Ко времени Римской империи сарматы создали конницу, вооруженную копьями и длинными сокрушительной силы мечами. Одеты они были в чешуйчатые доспехи, именно сарматских, покрытых броней всадников, и считают предтечей средневековых европейских рыцарей, так как ничего подобного не имели ни римляне, ни автохтонные племена Туманного Альбиона. Их знали как бесстрашных воинов, сами же они считали себя непревзойденными. Самым могущественным богом они считали бога войны, принявшего облик волшебного меча. Эти мечи они вонзали в землю и вынимали их оттуда после завершения жертвоприношений и омовения кровью. На мече они приносили клятвы, никого не напоминает. Наивысшей честью для них было умереть в бою. То есть это все те самые мотивы, которые мы видим в легендах о короле Артуре и его рыцарях. А помните Деву Озера? В артуровском цикле берега рек и озер – места священные. Источники воды, родники, реки, озера и болота считались священными и у сарматов. Ховард Рид пишет о необыкновенной утонченности культуры кочевников. Он уверен, что открытие пазырыкских курганов на Алтае в 20-х годах, которые познакомили нас с неизвестной ранее культурой, цитирую, по своей значимости намного превзошли те, которые были сделаны в Египте несколькими годами ранее, когда была обнаружена гробница юного царя Тутанхамона. Он заявляет, что корни легенд о короле Артуре уходят именно в пазырыкские курганы Алтая.
И даже домашний интерьер скифов и саков очень похож на средневековый европейский. Это гобелены, миниатюрная мебель, которая легко влезет в повозки при переезде. А на этой золотой пластине из сибирской коллекции Петра I, на его взгляд, вообще изображен сюжет, очень напоминающий легенду о гибели Артура. Оруженосец, умирающий король и дева озера, на колени которой он положил свою голову, чтобы она облегчила его страдания. Само отношение к женщинам в артуровском цикле не характерно для греко-римской цивилизации. У сарматов женщина – это воин и жрица, прорицательница и целительница. Все мы помним знаменитые шляпы, которые, как считается, носили в темные века ведьмы. А вот высокие головные уборы с полями у основания, которые любили носить степные женщины-жрицы. Ховард Рид уверен, что они фактически идентичны. Ховард Рид пишет, что сарматы впервые появились в Англии примерно в 170 году. Их взяли на службу в римскую армию в качестве вспомогательной конницы и отправили в одну из горячих точек империи охранять Адрианов вал и северное оборонительное укрепление Британии. Их командира звали Арторий. Их было много, около 5500 человек. Они несли драконов в качестве своих штандартов, и в IV веке римляне заимствовали этот символ, дав своей коннице название драконариев, которое сохранилось в британской армии до наших дней в виде слова «драгун». Процитирую Ховарда Рида: «Эти люди с их культурой связаны с лошадьми и драконами, и сходством имени их предводителя с именем Артур представляют особый интерес в наших поисках источников легенд об Артуре». Удивительно, что в 1130 году Гольфрид Монмутский рассказывает об изображениях дракона на боевом штандарте и навершии шлема Артура. Совпадение это или нет, но знаменитый французский иллюстрированный манускрипт, датируемый XIII веком, изображает короля Артура во время ожесточенного сражения под точной копией сарматского драконовидного боевого штандарта. Еще в I веке новой эры Плутарх красочно описывал их тяжело вооруженную конницу, цитирую: «Сами в шлемах и латах из маркианской ослепительно сверкающей стали, кони же их в латах медных и железных». Именно сарматы – прообраз тех самых закованных в латы рыцарей, ставших визитной карточкой европейского средневековья. Смотрите во второй части видео, как сложилась судьба бесстрашных воинов в Британии, что о них известно сегодня, как приняли гипотезу Ховарда Рида на родине. Правда ли, что чаша Грааля тоже родом из причерноморских степей? Почему имя Алан стало одним из самых популярных в Европе? Правда ли, что выходцы с территории современной России стали английской и французской аристократией? И как связан таинственный народ Центральной России и легендарный король Артур? Если хотите видеть наши новые выпуски, подпишитесь на канал «История интересна» и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.